Приветствую всех на своем канале. Где-то месяц назад, ну или полтора, может быть 2 месяца назад, я поехал за кормом в магазин для своих кроликов. Магазин находится в Иркутске. Кто живет в Иркутске и в иркутских районах, знает этот магазин. Магазин кормов называется «Свое». Так и называется. Магазин кормов «Свое». В общем, 60 километров в одну сторону, 60 километров в другую сторону. И я оказался дома с кормом для кроликов. Начал я открывать мешки с этим кормом и обнаружил, что корм плохого качества. Там находились вот такие огромные комки, спрессованные вот этого комбикорма. Скорее всего, этот корм был подмоченный, либо он был подмоченный во время транспортировки сюда к нам в Иркутск, либо уже по месту непосредственно в самом магазине, где у них это хранится. Меня, конечно, это не устроило. Я написал сообщение в группу, ну или это сообщество, есть, ну будем называть это сообщество данного магазина, где люди могут спрашивать о наличии товаров, если нету, либо цена, да, ну сейчас у всех такие группы есть, у каждого большого там магазина, да, чтобы люди не приезжали издалека, просто не спрашивали, а позвонили, либо написали в группу, им ответили. Ну так вот. Написал я туда свой отзыв, что приобрел у вас корм оказался плохой и так далее. На что мне ответили: приезжайте, поменяем. То есть просто, да, съезди 60 туда, 60 обратно, 120 километров, поменяем. Ничего страшного, что, пустяки какие, да, никто же не учитывает мой бензин и мое время. Ну да ладно, собрал я всю волю в кулак, так скажем, и поехал менять. Но менять я не собирался, я хотел просто забрать деньги и купить в другом месте. Да, и еще вернусь немножко назад, когда грузили мне этот корм, мешки, они были грязные. То есть как вот в саже, да, такие темные. Я еще поинтересовался у грузчика, говорю, а что они такие черные, грязные? Я говорю, может храниться как-то не так? Да нет, они такие к нам приехали. Ну да ладно, приехали, да приехали. Вот, ну а оказалось, что ну не все так просто. Приезжаю я обратно к ним туда, возвращаю им корм. Слов извинений от них я, конечно же, не услышал. Для них, наверное, это в порядке вещей. Отдали мне деньги. Я заезжаю в другой магазин. Ну, оптовая база, так скажем. Это был будничный день. Обычно я закупаюсь на базе. Но так как у меня нет времени в будни ездить, а магазин, эта база работает только в будничные дни, вот, поэтому у меня не было возможности. Ну, а тут получилось, что мы поехали, это был будничный день, у супруги был выходной, мы собрались, ну и поехали. Зашли на базу, приобрели мешки, нам их вынесли, абсолютно белые, абсолютно чистые мешочки, да, по сравнению с теми, которые мне выдали в магазине, да, это небо и земля. Я стал тут же вскрывать, проверять, потому что продавщица в магазине свое меня уверила, что эта партия такая приехала. Вот, и меня это насторожило, да, и я прям при тех грузчиках на базе стал скрывать, они недоуменно на меня смотрели, что это я делаю. Один поинтересовался, говорит, а что это вы делаете? Я говорю, скрываю, проверяю. Вы, говорит, первый, кто вообще, по сути, к нам приехал, ну и проверяет, да, не было у нас таких инцидентов. Ну, как говорится, доверяй, но проверяй, что, в принципе, я и сделал. Все, на этом, как бы, казалось бы, история с данным магазином закончилась. Ну, бывает, ну с кем не бывает, да, как бы, никто от этого не застрахован. В эти выходные, в субботу, я поехал за люцерной. Я подкармливаю своих кроликов люцерной. Сейчас экспериментирую с новым кормом. Обязательно расскажу, что входит в состав, но это уже будет тема другого ролика. Ну, так вот. У меня заканчивается люцерна, еду я за люцерной. Обычно я в этом же магазине «Свое», еще раз подчеркну, это магазин «Свое», находится в Иркутске. Вот. Обычно я покупал вот такие 5-килограммовые пакетики, которые в этом же магазине, они их и фасуют. То есть они, скорее всего, приобретают большие мешки, ну и потом расфасовывают. Вот. Я приехал и говорю, есть у вас люцерна, ну не в пакетах, а в мешках. Во-первых, это будет для меня дешевле. Мешок, да, мы же знаем, что чем меньше объем, тем он дороже. Думаю, возьму мешок, ну и плюс то, что у меня корма запасы есть, я это все намешаю, ну и мне на дольше хватит. Мне сказали, да, есть. Думаю, ну хорошо, я приобрету. И продавщица меня предупреждает. Ну, как предупреждает? Ставит в известность, что у них вроде где-то какой-то мешок был 100% подмоченный. Ну, как бы, да, вот этой вот люцерной. Я еще говорю, ну, надеюсь, меня пронесет, да, что Бог милует, так скажем, от этого мешка, и мешок мне достанется хороший. Приносит грузчик мешок.
Мы вскрываем этот мешок при мне, я его проверяю, ну, в принципе, верх вообще изумительный, такое ощущение, как будто только-только с завода. Я говорю, ну да, все, я его беру. Продавщица говорит, запечатывай. То есть, смотрите, здесь два аспекта. Первый, продавщица знала, что у них где-то есть подмоченный мешок. 100%, да, она мне об этом сообщила. И второй аспект, у них есть машинка, которая запечатывает эти мешки. Раз они фасуют в маленькие объемы, значит запечатывают, да. Ну, почему я акцентирую на этом внимание? Потому что чуть позже объясню. Ну так вот, ложу этот мешок в машину. И опять 60 километров туда, 60 обратно, да, 120 проезжая, я уже дома. Начинаю пересыпать эту люцерну в емкость. И где-то пройдя вот такую вот высоту вот этой изумительной люцерны, я попадаю на хлам, ну так скажем хлам, да, пошли гранулы испорченные, пошли какие-то с плесенью гранулы, такие вот, да, уже с налетом. И чем глубже я ковырял, тем этого становилось все больше и больше, пыль поднималась. То есть мне, скорее всего, попался именно тот мешок, о котором мне сообщала продавщица. То есть сверху это изумительная люцерна, 30, там 20, ну где-то 30, да, сантиметров. Дальше остальное ерунда. Меня это уже стало настораживать, напрягать. Как бы уже не первый случай. Да и вообще после первого того моего случая к ним поступали также жалобы о том, что вот у одних людей тоже корм с такими комками, у других людей. То бишь тот случай был не единичный. Ну ладно. Что там дальше? Опять пишу в сообщество. Говорю, так и так. Такая вот отправляю фотографию этой люцерны. Вот здесь можете посмотреть, как она выглядит. Собираю этот мешок, обратно завязываю и везу опять 60 километров до пункта, так скажем, выдачи мне этой люцерны. Привожу, мне отдают деньги. И вы знаете, опять же, как и в первом случае, никаких слов извинений я не услышал. Ну ладно, я проглотил. Ладно, не хотите, не надо. Ну, люцерна-то мне нужна. Я говорю, давайте я у вас куплю маленькие тогда мешочки, пару маленьких мешочков. Ну, раз я уже тогда боюсь покупать большой мешок, чтобы мне опять такая ерунда не попалась. Покупаю я 2 маленьких этих пакетиках, и прям при них в багажнике своего автомобиля я начинаю их вскрывать. Открываю первый, ну, он вроде бы и ничего, но хотелось же, можно, конечно, и получше. Ну, думаю, ладно. Открываю второй и бац, то же самое, что и в мешке. Не вот этот вот нехороший, начинающий уже плеснить, вот эта вот люцерна. Я разворачиваюсь, у меня уже все вот здесь поднимается. Я разворачиваюсь к продавщице, и вы понимаете, что я вижу? Я вижу просто каменное лицо продавщицы, абсолютно отрешенное. Я вообще было все равно походу, да. На лице у нее было вообще написано, ну, чувак, не повезло тебе, да, как бы, вот, и все. Я говорю, ладно, забирайте, не буду я брать, все. Мне отдают деньги, и я отправляюсь, как говорится, в свободное плавание. То есть никаких слов извинений, что за первый мешок. Ну, там, ладно, это было давно, может быть, они меня и забыли. Но вот буквально я им покупал у них мешок люцерны, косяк. Приезжаю, отдаю, беру пару пакетиков, то же самое, косяк. Я не слышу извинений. То есть я так думаю, да. И вообще, вот что я думаю. Вот этот мешок, который мне попался, скорее всего, они знали, 100% знали, что он подмоченный. И просто сверху убрали всю гадость, насыпали хорошего изумительного корма и заштопали. Вот про что я и вам и говорил, что запомните, да, вот это, что они знали, какой мешок, и второе, что они могут зашивать. То есть, если они фасуют, соответственно, они могут этот мешок вскрыть и посмотреть. Если она знала, что есть такой мешок, вы можете же вскрыть, вам не 100 мешков приезжает вот этой вот люцерны. Корма, да, я согласен, вы не заморачиваетесь, но если вы фасуете люцерну, соответственно, вы открываете эти мешки, вы смотрите, что вы фасуете, правильно?
Правильно? А потом заштопываете, да, запечатываете эти мешки. Кто вам мешал, если вы знали, что есть такой мешок, кто вам мешал его открыть и пересыпать, да, тем самым вы бы увеличили свою прибыль, продавая вот этими маленькими пакетиками, но почему-то они этого не сделали. Соответственно, делаю вывод, что продавцы данного магазина были в курсе, что именно этот мешок, и скорее всего он, наверное, был единственным, именно он и подмоченный. И знаете, это как на дурачка. Купил, издалека приехал, купил, ну вернется, поменяем, не вернется, ну и ладно, в прибыли останемся. Но, ребята, так дела не делаются. Если вы планируете и в дальнейшем такой же ерундой заниматься, да, ну я думаю, долго вы так не протянете. Ну так вот, к чему вообще этот ролик, да, к безразличию, да, к покупателям. То есть 2 раза в течение нескольких дней у них вот эти вот оплошности, так назовем, по отношению ко мне, и никаких слов извинений от продавцов я, к сожалению, не услышал. Обидно, досадно. Но хочу сделать такой плюсик. Грузчик извинился. Грузчик передо мной извинился. Подошел, и когда я уже собирался уезжать, подошел и сказал: извините, что вот так вот получилось. То есть не продавец, не кто-нибудь еще, а именно грузчик. И теперь стал вопрос. Еще у вас возникнет, скорее всего, вопрос. Если настолько плохой магазин, да, зачем я у них покупаю? Ну, сразу же отвечу. Аналогов такому магазину, ну, по крайней мере, я не знаю. В этом магазине есть абсолютно все. Не надо ездить в разные точки, колесить по городу, покупать там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. Приехал, закупился, уехал домой. Но после таких вот случаев, после такого отношения к себе, я буду думать о том, чтобы сменить точку покупки, да, я буду искать альтернативные магазины, пусть я 2, 3, 4 точки проеду, но отношение, качество корма, отношение к себе как к покупателю, да, если будет лучше, и я лучше буду ездить по 3 точкам, чем буду брать вот в этом магазине, где ко мне так относятся. На этом все, друзья. Пока-пока.